Друзья, природа удивительна в своем многообразии форм. Нас не перестают удивлять, например, исполинская саламандра, усатый тамарин, голубоногая алуша, панголин, гавиал, китоглав. Да мало ли еще можно привести примеров, ведь каждое создание природы по-своему уникально. Вот и сегодня у нас в гостях рыба с необычной головой. Встречайте молотоголовую акулу, она же рыба-молот или акула-молот, семейство хрящевых рыб, отряда кархаринообразных акул. Всего акул с молотком вместо головы 10 видов, среди которых есть даже акула-лопата. Но мы сегодня поговорим о вполне обыкновенной, если так можно сказать, акуле-молоте. Итак, проживает наша сегодняшняя гостья в теплых водах Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Хотя со своими внешними данными акула-молот вполне смогла бы найти себе таких же красивых друзей где-нибудь на большой глубине. Однако далеко заплывать она не любит, предпочитая тусоваться в прибрежной зоне и пугать своей физиономией местную флору и фауну. Рыба-молот в своем акульем семействе является довольно новорожденным видом. Считается, что она появилась всего 40 миллионов лет назад. Какая малость, но никто по-настоящему в этом не уверен. Слишком мало мы знаем о происхождении акул и молота. От акул практически никогда не остается окаменелостей, а это главный источник сведений о прошлом животного. От древних рыб, скелеты которых состояли из крепких костей, осталась подробная история эволюции. Но скелет акул состоит в основном из хрящей, поэтому от них остаются обычно только зубы и челюсти. Однако история эволюции молотоголовой акулы оказалась очень успешной. В наши дни это один из наиболее часто встречающихся видов акул в мире, а в некоторых местах они собираются просто в поразительных количествах. Но есть главный вопрос: зачем рыбе молоток вместо головы? Широкие и плоские головы этих акул называют цефалофойлами, и ни у одного другого существа в мире нет такой головы. Молотоголовые, как и все другие акулы, имеют сенсорные органы, которые могут обнаруживать электрические поля других рыб в воде. Некоторые ученые выдвигают гипотезу, что на широких цефалофойлах помещается гораздо больше таких сенсоров, что позволяет акулам лучше чувствовать добычу. Эксперимент 2002 года, казалось бы, подтвердил эту идею, хотя ученые не обнаружили разницы в чувствительности к электрическим полям между молотоголовой и песчаной акулой. Акула-молот смогла исследовать большую область, что, по словам ученых, увеличила вероятность встречи с добычей. Исследователи также отметили, что молотоголовая акула была более маневренна, чем песчаная акула. Почему они такие маневренные? Они охотятся на морском дне, плавая над подводными песчаными барханами и разыскивая морских обитателей, скрывающихся от глаз хищников, но не от органов чувств акулы-молота. Присмотритесь, разве ее голова не напоминает металлоискатель? Просто вместо металла молотоголовая акула ищет на дне вкусняшки. Их превосходные органы чувств и форма головы также связаны и с их глазами. Все потому, что широко расставленные глаза дают им лучший обзор, чем большинство других акул, а их высокоспециализированные органы чувств разбросаны по широкой, похожей на молот голове, могут более тщательно сканировать океан. Одной из групп органов чувств являются ампулоларенцини, которые позволяют акулам обнаруживать, среди прочего, электрические поля, создаваемые животными. А повышенная чувствительность ампул именно у акулы-молота позволяет ей находить свою
любимую пищу – скатов, которые обычно зарываются в песок. Да, акула-молот и здесь смогла удивить. Ее излюбленная вкусняшка – это не менее опасные, чем она сама, скаты. В желудке одной акулы было обнаружено около 50 морских котов. Однако их шипы и яд, по всей видимости, дискомфорта ей не доставляли. Мотая мордой туда-сюда, акула-молот прочесывает дно. Как только цель обнаружена, она использует свою голову по прямому назначению. Нет, гвозди она не забивает. Вместо этого акула-молот оглушает и как бы приколачивает свою добычу ко дну, не давая ею плыть. У несчастных рыб и моллюсков попросту не остается выбора, кроме как сдаться. Помимо донных обитателей в расход могут пойти и сородичи. Как и все акулы, молотоголовая не брезгует пожирать детенышей и мелких особей своего же вида. Сама же акула-молот – это кочевой хищник, который, как правило, сторонится других рифовых акул. Средняя длина гигантской акулы-молот составляет 3,5 метра, а масса более 230 килограммов. Самки, как правило, крупнее самцов. Размножаются акулы-молот тоже необычно. В отличие от большинства рыб, они живородящие. В организме матери плод развивается и питается с помощью системы, похожей на плаценту млекопитающих. Но у новорожденных акул молот повернут назад в сторону тела. Это облегчает их появление на свет. С возрастом молоток разворачивается, и голова приобретает известную Т-образную форму. Но почему эти акулы являются живородящими, когда почти все остальные рыбы яйцекладущие? Например, маленькая кошачья глубоководная акула каждые несколько недель откладывает яйца и крепко прикрепляет их в разных укромных уголках. Маленькие кошачьи акулы растут внутри яйцевой капсулы. В итоге они появляются на свет крошечными и беззащитными, и немногие выживают. А вот у молотоголовых акул противоположная стратегия. Когда детеныш рождается, он уже под 50 сантиметров в длину и хорошо плавает. Это необходимо, ведь в водах, где они обитают, полно хищников. И чем быстрее будет двигаться потомство, тем больше у него шансов выжить. Средняя продолжительность жизни акул-молотов составляет 20-30 лет, максимальная 40-50. А как вы думаете, какие еще могут быть причины появления такой необычной формы головы? Пишите в комментах. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!